Всем привет, это Мария Рэй. Спасибо, что вы меня смотрите. Если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, а также ставьте лайк, потому что это все, лайки и подписка, очень продвигают видео в ленте и помогают моему каналу развиваться. Третья неделя войны. Очень много чего произошло, естественно, за эту неделю, и мне хотелось бы это осветить. Продолжают гибнуть мирные жители на Украине. Российские военные, украинские военные, естественно, тоже гибнут. По украинским военным я ничего не могу сказать. А по поводу российских, количество погибших за последнюю неделю гораздо меньше, чем количество погибших за предыдущие недели. То есть сейчас общее количество погибших где-то 16,5 тысяч. Это огромное количество, но большинство из них, порядка 15 тысяч, погибло вот в эти первые 2 недели. И для сравнения, за войну, десятилетнюю войну в Афганистане погибло тоже 15 тысяч человек. Я говорю о войне, которую вел Советский Союз когда-то, очень давно. Так вот, примерно такое же количество людей погибло здесь за 15 дней. И, конечно, потери совершенно беспрецедентные. Я не думаю, что для Путина очень важны эти люди как таковые. Он, естественно, не имеет никакой жалости к ним, это понятно. Другое дело, что среди вот этих погибших было достаточное количество серьезных специалистов, которые не просто в пехоте служили, а, допустим, работали с более серьезными какими-то видами вооружения или, скажем, были пилотами военных самолетов. И этих людей больше нет. И особо брать-то их неоткуда. То есть мало того, что да, погибших очень много, специалистов тоже много среди них. Второй момент – это, конечно, потеря боевой техники. Очень много ее потеряно уже на Украине и займет много лет, точнее, пройдет много лет, прежде чем эту технику можно будет произвести, и количество этой техники будет примерно сопоставимо с тем, что было до этой войны. Ну, допустим, вот я видела данные, что примерно 90 военных самолетов, которые выделили на эту кампанию, уже сбито, а выделили всего 150. То есть это огромное количество. Естественно, ракет используется сейчас очень много. Количество ракет подсчитать невозможно, на мой взгляд, но, опять же, их производство займет огромное количество времени. И на это нужно очень много денег. Путин это, конечно, не может не понимать. Также за последнюю неделю просочились данные, что США ведет переговоры с Китаем. И, насколько я знаю, из достоверных источников Путину об этом докладывали, что его, конечно, очень расстроило, потому что он надеялся на поддержку Китая, если не во время самой войны, то хотя бы позже. То есть вот эти факторы, которые я уже обозначила, повлияли, мне кажется, на его решение вести более серьезные переговоры. Опять же, изначально я считала вот эту вот опцию с переговорами не очень реалистичной, потому что, на мой взгляд, Путин не любит проигрывать, а переговоры – это своего рода слабость. Но тут есть несколько моментов, помимо тех, которые я уже обозначила. Во-первых, если будет достигнуто мирное соглашение, он его представит в России как победу. В этом совершенно нельзя сомневаться, потому что пропагандистская машина очень хорошо сейчас налажена. То есть он представит это мирное соглашение как победу, и плюс, на мой взгляд, оно будет просто передышкой. Оно поможет ему перегруппироваться, проанализировать то, что пошло не так, и сделать выводы, так сказать, что делать дальше. А дальше, на самом деле, у него очень интересные планы. Я об этом поговорю чуть попозже. Также ему представили доклад несколько дней назад по инфляции на этот год. Она достигнет около 70%. Это, конечно, сумасшедшее число. И, конечно, Путина это не может не волновать. Санкции очень сильно уже повлияли на экономику. Дефолт не за горами, поэтому он хочет это мирное соглашение, которое, как он надеется, позволит
снять хоть какие-то санкции с России. И это меня немножко пугает, потому что, естественно, если позволит ему использовать вот этот золотовалютный резерв, как я сейчас напоминаю вам, что половина его примерно заморожена, так вот, если этот резерв, допустим, разморозят, то он сможет использовать эти деньги, естественно, на его дальнейшие военные кампании, дальнейшие амбициозные планы, которые он, кстати говоря, озвучил, как мне кажется, вот в этой вот речи, которую он представил, по-моему, порядка 2 или 3 дней назад. Это было публичное выступление. Обычно я таким выступлениям много внимания не уделяю, потому что Путин просто очень много врет. И это смотреть очень тяжело. Но в данном случае было интересно. Конечно, было очень много вранья. Он представил Украину в самом ужасном свете, как и западные страны. Но он особенно уделил большое внимание Западу. И мне кажется, это его будет коньком. Он ненавидит Запад. Не просто, я не говорю просто о географических каких-то понятиях, Запад, Восток и так далее, а именно речь идет о западных ценностях. И я это подчеркиваю, что он понимает под западными ценностями. Это равенство, идеи свободы личности, свободы слова и так далее. И в этой речи он это очень четко определил. После начала войны, как вы заметили, очень сильно сократилось количество независимых СМИ, точнее, оно просто исчезло из российского медийного пространства. Но это еще не все. Конкретно в этой речи он говорил даже не просто о свободе слова, а о свободе мысли. А именно он сказал, что он определил это так, то есть он, естественно, начал опять судить так называемую пятую колонну. А кто пятая колонна? Это люди, которые не просто выступают с плакатами, с протестами на улице против действий его режима, а даже он сейчас говорит о том, что они просто думают не так, что они разделяют вот эти вот ужасные, так скажем, западные ценности, и они не являются нашими, так сказать, представителями народа. Они идут вразрез тому, что мы делаем в России. Ну, это вот он так вот примерно обозначил. И очень интересно, что он всегда себя отождествляет с Россией, с народом. Это очень забавно, учитывая, что он сидит где-то глубоко под землей и с людьми обычными не общался многие годы. Конечно, он себя возомнил небожителем, это совершенно точно, и он считает, что может определять судьбу целых народов и делать все, что хочет. Ну так вот, возвращаясь к этим переговорам. Он надеется, что санкции, или точнее часть санкций снимут, что это позволит ему перегруппироваться и атаковать каким-то образом Запад. Чтобы это не произошло, естественно, нужно каким-то образом этого человека просто убирать от власти. Он сам не уйдет, и мир не будет в безопасности, пока это не произойдет. На этой неделе также российское руководство признало, что на Украине есть не просто контрактники, но и срочники. Я говорю, естественно, о российских срочниках. Кто такие срочники? Это ребята, которым порядка 18-19 лет. У них очень маленький опыт военный, то есть буквально, наверное, несколько месяцев. Этим ребятам платят порядка 2000 рублей в месяц. В долларовом эквиваленте это вообще копейки. Так вот, этих ребят погнали на Украину, погнали на войну. И вот эти вот первые 2 недели где-то российское руководство скрывало, что они там вообще есть. Естественно, данные о потерях среди этих ребят они не разглашают и не будут разглашать. Но из тех источников, которым я доверяю, количество погибших среди срочников уже превысило 5000. То есть примерно каждый третий человек, который погиб на Украине среди военных, это срочник. Опять же, вот по поводу данных погибших, это очень интересно, потому что российское руководство, как я уже сказала, не будет их оглашать, они будут это скрывать. Мне кажется, наивно было думать, что вот когда пойдут гробы в Россию,
люди увидят, они откроют свои глаза и начнут требовать ответственности и так далее. Я не верю, что так будет по нескольким причинам. Ну, во-первых, первые 2 недели войны было задокументировано немало случаев, когда просто бойцы погибшие лежали на полях. Таких случаев сотни. То есть их не просто не похоронили с почестями, но и просто не забрали с поля боя. И эти сотни солдат, естественно, в конечном вот этом вот числе погибших официальном не будут учитываться. Также вот эта история про портативные крематории. Не знаю, насколько это правда, но она вполне укладывается в вот эту вот парадигму путинского режима. А парадигма сводится к следующему. Надо нагадить как можно больше и замести следы. Конечно, если эти крематории есть, это совершенно чернуха, но помимо этого они очень бы помогли здесь, потому что они скрывали бы реальное количество погибших. Опять же, если гробы действительно будут приходить в Россию, ну кто об этом узнает? Нету такой же организации, как Комитет солдатских матерей. Напомню, что эта организация была очень важной, очень активной в 90-е годы во время Чеченской войны. Но тогда режим был другой. Ельцин был у власти, в стране была демократия. И вот этот комитет солдатских матерей действительно очень много чего добивался. Добивался ответственности, добивался того, чтобы дети вернулись домой в целости и сохранности. Детьми я называю, естественно, молодых вот этих солдат, срочников, потому что контрактники во многом старше их. Так вот, такой организации в России нет и не может быть, учитывая все обстоятельства. Сейчас в России диктатура. Соответственно, этим матерям, которые теряют детей своих на Украине, особо некуда идти. Да, они звонят на горячую линию, да, они общаются с другими матерями, которые потеряли своих ребят. Там, ну, естественно, это все не публично делается, и люди просто боятся идти, боятся докладывать, боятся жаловаться. И так будет и дальше. На этой неделе тоже очень интересная история произошла с Мариной Овсянниковой. Напомню, что эта женщина работала на Первом канале, который полностью государственный. И она вынесла плакат, на котором было написано «Нет войне». Это было во время новостей. Ее показывали несколько секунд, а потом, конечно же, она исчезла из кадра. Когда я это увидела, видео, я подумала, что человек просто герой. Но чем больше я об этом думала, тем больше я понимала, что не все-то тут так просто. Может быть, этот поступок был действительно совершен, это был крик души, может быть, кто-то ей помог это сделать. Ну, допустим, все это было честно сделано. Но проблема в том, что Марина Овсянникова очень многие годы работала на этом канале. Она была частью этой пропагандистской машины. И мне кажется, один смелый поступок не может перечеркнуть все те вещи, которые она делала многие годы на этом канале. Точно так же произошло с другими людьми, которые ушли с вот этого канала первого, также ВГТРК и НТВ. Это 3 главные российские канала, которые полностью контролируются, естественно, российским государством. Так вот, я бы не назвала этих людей журналистами, они скорее пропагандисты. Несколько людей такого типа ушло с этих 3 каналов. Они это сделали не публично, они не протестовали, как Марина Овсянникова. И они это, по сути, сделали, опять же, постфактум. Очень много лет они сидели на этих каналах, зарабатывали денежки за распространение ложной информации. И ничего. Но вот тут, наконец-то, их пробило. Интересный тоже пример Брилева, насколько я помню его фамилию. Он был важным человеком на ВГТРК. У него просто заморозили его недвижимость в Великобритании. Естественно, кто бы думал, у него есть гражданство в этой стране. И как только это произошло, он проснулся и тут же ушел с телевидения. Ну, короче говоря, это сомнительный герой, на мой взгляд. И нужно к ним относиться немножко скептически. Как я уже сказала,
чтобы конкретно эта ситуация изменилась, нужно, чтобы Путин ушел. Он очень надеется сейчас, что кампания пойдет, естественно, война пойдет по его плану. Если мирное соглашение будет заключено, оно будет представлено, как я уже сказала, в России в позитивном ключе. Конечно, он продолжает давить на Украину. Вот эти вот бомбардировки, нападения не прекращаются во время переговоров и не могут прекратиться, потому что Путин пытается продавить свою точку зрения, он хочет получить максимум от этих переговоров. Но Украина тоже, конечно же, не уступит. Они не хотят возвращаться к тому, что было. Точнее, они хотят, чтобы, по крайней мере, был статус-кво, который существовал до 23 февраля. Эти переговоры, естественно, идут, но мы не можем знать, что они обсуждают сейчас, представители обеих стран. Мы только узнаем, что когда будет уже какой-то консенсус найден, тогда уже будет понятно, что, собственно, обсуждалось. Я не уверена, что Крым будет включен в требования с украинской стороны, но также я думаю, что они, конечно, я имею в виду украинцев, будут продавливать серьезные для себя преференции, потому что они их, естественно, заслуживают. Заслуживают, потому что они эту войну выигрывают сейчас. Как я уже сказала, у России теряются специалисты, огромное количество техники уже потеряно. Украинцы, с другой стороны, постоянно получают технику, постоянно получают амуницию, и они эту войну выиграют совершенно точно. Поэтому они хотят, естественно, определенных бенефиций. Поэтому в данный момент, мне кажется, неизвестно, будет ли заключено это мирное соглашение. Но если оно будет заключено, естественно, это просто даст какую-то передышку. И, как я уже сказала, Путин на этом не остановится. Спасибо вам за внимание. Увидимся на следующей неделе.